Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим об очень интересной последней гибридной новинке от компании 7 Гц стоимостью $59. Наушники поставляются в небольшой коробке с достаточно приятным оформлением и изображением самих наушников на лицевой части. Еще здесь имеется логотип бренда 7 Гц и большими буквами тут вертикально имеется название этой модели Sonus. И как обычно, здесь указаны технические характеристики наушников, и за звук здесь отвечает один динамический драйвер и один арматурный излучатель. А чувствительность наушников составляет 109 дБ, и они получили 30 Ом импеданс. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. И первым делом здесь нас встречают наушники, аккуратно расположенные здесь, и выглядят они довольно хорошо. И в моем случае они имеют такую серебристую заднюю часть корпуса, сделанную из авиационного алюминия. А передняя часть у них изготовлена из медицинского материала, и она прозрачная. Поэтому буквально всю начинку наушников здесь видно. То есть арматурный излучатель, установленный вот здесь, и динамический драйвер вот этот большой. Ну и одно акустическое отверстие расположено у них вот ровно здесь, на внутренней части наушника. А вот сопла у наушников довольно короткая и имеет вот небольшой такой выступ для того, чтобы амбушюры здесь держались более плотно и никуда не слетали. Ну и стоит также сказать, что посадка у этих наушников довольно хорошая. Не самая плотная, но они достаточно хорошо прилегают к уху, поэтому со звукоизоляцией у них проблем никаких нет. Но еще здесь имеется вот такой черный чехол, где находится два пакетика, в одном из которых есть отличный набор насадок разных размеров и цвета. Я думаю, вы уже видите такие насадки не первый раз. Это достаточно качественные амбушюры. Можно использовать их без каких-либо проблем. А здесь находятся дополнительные фильтра для наушников. Вот так они выглядят. Устанавливать их можно поверх сопла. Ну и конечно же, друзья, куда без комплектного кабеля, который здесь действительно по праву хорош. Посеребренный, достаточно увесистый четырехжильный проводник, который выглядит по праву круто. Да и еще имеет очень удобные сформированные заушины с коннектором 2 пин для наушников и стандартный шейкер на 3,5 мм, который очень необычно выглядит. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно звучании этой модели 7 Гц Sonus. И то, как звучат эти наушники, я честно был шокирован. Давненько такого ничего не встречал в этой ценовой категории. Вот так выглядит их графика ЧХ. И стоит сказать, что уж очень сильно они напомнили мне SimGod и M6L, которые вышли недавно. И я буду упоминать их в этом обзоре еще не раз. И начну, как всегда, с разбора низких частот. В сравнении с EM6L в Sonus менее акцентированы они и не так массивны. Но, друзья, несмотря на это, бас в Sonus имеет отличные скоростные показатели, а текстура и разрешение находятся на реально хорошем уровне. В этой ценовой категории это реально находка. И акцент здесь смещен больше в саб-бас, который получился достаточно глубоким и в меру возвышенным. А мид-бас же чуть немного отстранен, но тем не менее здесь присутствует хороший панч и заметно подчеркнутый фактурный удар, который оставляет после себя очень аккуратное и гладкое послезвучие. И хоть количество баса здесь будет поменьше, чем в SimGod и M6L, но его качество действительно находится на очень высоком уровне. Особенно меня порадовало то, что он не лезет на средний диапазон, то есть вообще никак. И наоборот же отлично помогает за счет этого раскрыться в вокальной части, не закрывая собой своим весом нижнюю середину. И точно такая же настройка на низких частотах, кстати, была в наушниках Hype 2, на которые я неделю назад снимал обзор. И там мне тоже очень понравился такой сдержанный, но по праву качественный бас. А вот средние частоты здесь просто мое почтение. Сразу с первого прослушивания ощущается этот диапазон
как очень ясный, чистый, с довольно глубоким проработанным пространством и безумно подчеркнутой артикуляцией у вокала. А вес и проработка инструментов просто идеально дополняют всю картину. И, конечно, стоит сказать, что область верхней середины здесь не такая яркая, как в EM6L, и это определенно мне нравится больше, так как здесь имеется очень гладкий и аккуратный, более нейтральный тон у ударных, с четким выдержанным транзиентом, который еще и не вылезает вперед всего остального в миксе, а просто хорошо дополняет всю картину своими продолжительными шлейфами от реверберации. А вокал в Sonos звучит немного приближенно к нам, но совсем не ощущается закрытым и запертым в одном небольшом помещении. Наоборот же, его образ очень широк и старается занять как можно больше пространства. И такая менее интимная постановка голоса мне, конечно, нравится больше. А вот высокие частоты здесь это просто вишенка, дополняющая этот очень вкусный торт. Здесь есть и техничность, хотите слушать тяжелые жанры, металл, рок, да пожалуйста. Хотите анализировать музыку и выслушивать все детали и нюансы, да вообще без проблем. Хотите иметь отличную детальность и без сибилянтов? Вот, пожалуйста, держите, 7 Гц Sonos. Я реально очень удивлен количеством воздуха, который присутствует в этом диапазоне, и тем, как очерчено и далеко захватывается эта область без каких-либо явных ямок. Это видно и на графике, и так и есть на слух. А тарелочки и перкуссии, друзья, здесь просто находка. Они подчеркнутые, с отличным разрешением, с прекрасными продолжительными шлейфами. И в итоге мы получаем очень сбалансированную и мониторную подачу этой области. А вот сцена в этих наушниках получилась очень широкой, с отличным погружением в глубину и превосходной прорисовкой образов инструментов и ударных. Все звучит очень реально четко, выверено в пространстве. Образы не размываются и никуда не теряются. Вы без проблем можете отделить все друг от друга. Ну а вывод по этой модели наушников у меня получился таков. 7 Гц Sonos, наушники стоимостью $59, которые просто превзошли все мои ожидания. Друзья, это реально просто находка. И в этом обзоре я постарался донести чистые эмоции того, что я ощутил при прослушивании этих наушников, которые в итоге имеют очень ясное, чистое и детальное звучание, без каких-либо сибилянтов, с умеренным, но качественным басом, в дополнении с шикарной и широкой сценой. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.